Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. В эти прекрасные выходные дни рад вас видеть. Дни-то выходные и какой-то праздник со слезами на глазах, еще и юбилей, 35 лет независимости нас ждет. И просто ужесточающаяся с каждым новым днем война воздушная, война заявлений, война внутриполитическая в Украине. О делах военных я с них хочу начать. Вообще, конечно, кажется, что Зеленский, вот уже и сам понимает, куда он попал, потому что явно нервно, явно это все, собственно, сопровождается какими-то такими достаточно, сразу так и не поймешь, какими телодвижениями, да, эмоциональными, какими-то странными. В общем, последние дни удар за ударом, причем трагические, и жертвы, и, в общем, и попадания, и горит что-то очень серьезно. И мы так подразумеваем, об этом никто не говорит, это страшная военная тайна, что попадают туда, куда хотят. Дизель, в общем, солярка, нефтепродукты, боеприпасы, в общем, как бы идет вынос. А Зеленский говорит, что мы будем отвечать. И никто, когда, например, в России поражается 2-3 цели условно, да, а в Украине 5-10, не говорит, что это надо немножко сворачивать и прекращать, и идти на какие-то контакты. Об этих контактах, вот как бабка пошептала, никто не говорит. Почему, на ваш взгляд, и действительно ли Зеленский сейчас находится в фазе такого горького слома и осознания стратегии, которую вызов, да, который Россия приняла, и вот кровавые и тяжелые последствия, которые мы сейчас наблюдаем на территории Украины? Александр, кто вам сказал, что в окружении Зеленского кто-то должен хотеть прекращать? Наоборот. Наоборот. Маховик войны Зеленский продолжает раскручивать. И когда Стефанчук, вот этот вот человек-пузырь в Верховной Раде, причем пузырь как в прямом, так и в переносном смысле слова, я не особо-то хочу его оскорблять, потому что полномочия Верховной Рады уже также стоят под вопросом. Она должна быть давным-давно переизбрана. Но глава законодательного органа говорит, что выборы Украине сейчас проводить не надо. Это руководитель парламента, законодатель. Тот орган, который пишет и принимает законы, он говорит, не надо никаких выборов, их не будет. Поэтому точно так же я могу вам ответить по поводу того, а хотят ли они прекращать. Они не хотят прекращать. Им не велено это делать. Вот в чем дело. То есть Запад, Соединенные Штаты, несмотря на вот эти периодически, знаете, меняющиеся миролюбивые маски, особенно что касается Украины, они четко продиктованы тем, что Запад заинтересован в конфликте на Украине. Это же не Зеленский этим процессом керует, руководит. Давным-давно всеми процессами и военными, и политическими, и внутриполитическими на Украине, это же все не секрет, что этими процессами управляет Запад. Так что, господи, что с этого Зеленского, что с этого Стефанчука? Кстати, там новый премьер-министр, я даже забыл его фамилию. Вначале как-то прозвучало. Даже уже этот человек выходит из поля зрения, да, как практически третий человек в государстве. А ведь кабинет министров играет сегодня в условиях войны на Украине, должен, во всяком случае, играть важнейшую роль. Мобилизация экономики, постановка экономики на военные рельсы. А когда имя премьер-министра настолько блекло и затушевано, точно так же, как и сама украинская экономика, потому что Украина на сегодняшний день полностью питается из крана
финансового крана Запада и США. Все ясно, как божий день. А фронт фактически, он не просто трещит по швам, он в какой-то такой находится непонятной субстанции. Кстати, по фронту, если вы позволите, я могу более подробно остановиться в связи с чем? В связи с тем, что это редко бывает в моем выступлении, но сегодня украинское командование ВСУ, это очевидно связано с новым главкомом, оно Дропатым, оно предпринимает отчаянные попытки переломить ситуацию. В частности, вот на южно-слобожанском направлении идут очень интенсивные бои с тем, чтобы перехватить инициативу на фронте у русских. Хотя общее количество контрнаступлений украинских войск в этом месяце, в августе месяце, как отмечают многие эксперты, оно гораздо сокращено. И вот эти контрнаступы, как так говорят на Украине, они в первую очередь связаны как раз с тем, чтобы отвлечь внутреннюю оборону ПВО России, переключить ее на фронт. Потому что она действительно очень сильна, и те массовые атаки БПЛА, которые сегодня предпринимает украинское руководство, в частности, на Московскую область, Ленинградскую область, российское ПВО довольно успешно отражает. Хотя, конечно, на 100% этого нельзя говорить о том, что это действительно на 100% отражаются атаки украинских налетов на Российскую Федерацию. На Купянском направлении тоже очень серьезная ситуация, и ВСУ пытаются отбить Купянск. Поставлена задача Зеленским конкретная по этому городу. На Лиманском направлении тоже, значит, ВСУ 5 раз, например, за прошедшие сутки атаковали в таких мелких населенных пунктах Лимана Шейковки, Чернещина, Новоселовки и так далее, и так далее. Боевые действия здесь разворачиваются в таком режиме мелких групп. То есть, все-таки, как я всегда говорил, мы у России берем, мы, имею в виду Украина, довольно многое. Начиная с тотальной приватизации стратегических предприятий еще в начале 90-х, вот этих залоговых аукционов. И сегодня вот на фронте, да, весь боевой опыт российской армии, а именно контратаки малыми группами, штурмовыми группами, это все тактика российской армии. Ничего Украина в этом случае не предпринимает. На славянском направлении на сегодня, Славянск сегодня находится от линии фронта в 5 километрах. 12 штурмовых действий за прошедшие сутки предприняла украинская армия. Все, конечно, эти атаки отбиваются с колоссальными потерями для Украины. Людей просто-напросто поднимают, ну, я бы не сказал, что это атака, на какие-то оперативно-тактические действия силком. То есть, фактически люди, которые голодные, которые плохо вооружены, которые плохо экипированы, вынуждены в этих штурмовых группах предпринимать попытки, ну, я бы даже сказал, пусть это меня забросают камнями, но людей заставляют идти на героические действия, превозмогая, что называется, собственную психологическую подавленность. На Краматорском направлении такая же ситуация, как под Славянском. Украинские войска в подавленнейшем состоянии. И там
состоялось, вот опять же, за последние 3 дня ряд крупных контрнаступательных штурмовых действий в районе Кривая Лука, Пискуновка и Рая Александровка. Это говорит о чем? Что фронт дышит, причем серьезно дышит. И такие действия Украина предпринимает в связи с тем, что она хочет продемонстрировать Западу то количество финансовых вливаний, которое было ранее и которое сегодня, оно абсолютно не соответствует потерям и обстановке на фронте. Зеленский практически дал команду не сбивать над Киевом ни одной ракеты. Там, в принципе, нечем сбивать, потому как «Искандер», который по вертикали бьет по земле, по целям наземным, его практически с пулемета нельзя уничтожить. И Краматорск, кстати, сегодня уже в 3 километрах от линии фронта. Далее Константиновское направление – это тоже очень важное направление. И за последнюю неделю 25 украинских атак на российские позиции было предпринято со стороны ВСУ. Опять же, потери колоссальные. До 1500 в сутки украинские войска несут потери по всей линии фронта. До 1500. Это цифра колоссальная. Тем более, что Россия и Украина сейчас не используют ни тяжелую артиллерию, ни тяжелые бронетанковые части, потому что это неэффективно. Идет на самая настоящая сегодня технологичная дроновая война. А для этого, для того, чтобы ее проводить, как я сказал, технологично, для Украины важно получать большие деньги. У нее своих денег нет. Ну, странная логика. Вот я просто хочу понять. То есть Зеленский сжигает эту армию на Донбассе. Ради чего? Ради того, чтобы потом был резкий скачок вперед, и ну, это такая подготовка к мирным переговорам. Ведь мы привыкли тоже, вот вы говорите, у русских много взяли, и приватизацию, и там, ведение боя. Противники друг у друга учатся, мы это видим на протяжении всей войны. Да. А россияне и украинцы, они вообще как бы одним миром мазаны, и это объективное утверждение. Я не буду пропагандистские вещи, там, один народ, это... Ну, по сути, все точно так же. Но одна вера – это точно. Ну, потому сейчас я про веру даже не хочу. А почему? Что... Вера в войсках что... сейчас это очень важный фактор. Ну, постойте, ну а во что верить? Да? Когда там я имею в виду православную веру. Швейцарцы должны ремонтировать... Я не в коммунистическую идею предлагаю верить. Швейцарцы должны ремонтировать вере. Купол подбитого дрона, и все так вот это ждут деньги, понимаете? Ну, это тоже какой-то цирк. Или там вот эти все... Сейчас Гетман Мазепа устанавливается по указу Зеленского в Киеве. Не об этом. Все друг у друга учатся. Но это же как издревле армию сливают, сжигают. Солдата, который на поле боя, предают. Тем более несоответствие выучке, подготовке, оснащению, сытости солдата тем действиям, которые вы говорите, напрашиваются определенные выводы. Просто нужно их как-то сформулировать, немножко стратегически посмотреть на то, что тактически сегодня описываете вы. Кроме того, что дайте денег, так у Зеленского всегда дайте денег. Он так и говорит, у нас есть 4 месяца, война подорожала. Так а что это за 4 месяца? Как вы их распакуете? Значит, Александр, речь-то идет, если брать в глобальном масштабе, не о самой Украине. Запад готовится к большой войне с Россией. Даже называются сроки. Конец 29 года или середина 29-го. В зависимости от того, как они к ней подготовятся. Европа, не США, отмечаю, Европа готовится к войне с Россией. А Украина – это тот самый 4-годичный повод по их меркам, вообще-то это уже 12 лет боев на Украине, по которому сверяются все пункты подготовки к этой войне. Это и технологии, это и стратегия, это и тактика, это и дальнейший раздел Украины. Вот почему-то никто об этом не думает.
Ведь Запад хочет разделить Украину. Впоследствии, когда коснется вопроса, как это было во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, и вот сейчас уже, как я считаю, начавшейся Третьей мировой войны, когда коснется вопроса раздела Украины, то Европа не понимает, что может произойти не просто раздел Украины, а раздел Европы. Вот опять же, никто об этом не говорит. Ну, на Украине это понятно. Я говорю в западных СМИ. Они просто-таки не соображают, не могут дотумкать своим скудным умишкам, что если Россия... Вы обратите внимание, кстати, на последнее заявление Путина. Там говорится такая конкретика, причем в очень дипломатичной форме. Но только идиот или человек, который имеет незаконченное среднее образование, этого не понимает. Многие уже понимают, что Россия будет идти до конца. И все эти вопросы, да, слив украинской армии, там, будет, не будет Зеленский, это все так второстепенно для Запада. Руководит этим процессом в первую очередь та большая за той атлантической лужей страна, которая, собственно, и подожгла Украину. Ну, ей вторят, естественно, братья и сестры из Туманного Альбиона. Вот о чем надо говорить. Все, что там думает или не думает Зеленский, или он там что-то изрыгает в своих ежедневных видосиках, это все настолько блекло, настолько второстепенно, что оно не соответствует абсолютно тем глобальным вызовам миру, не только для Украины там, или России, миру, который еще предстоит нам испытать. Дотянет Украина до 29 года? Ну, извините, Александр. И в каком состоянии? Ну, смотрите, сегодня Я не могу Полтавская, это сказать. Полтавская область, сообщение приходит после ударов, что объекты железнодорожной инфраструктуры, Одесская область, там станция, объекты энергетики впервые за долгое время официально, четко, понятно, прямым курсом, никакие не обломки, лупят уже по энергетике в том же Киеве. Плюс вот эта война складов переросла в война с торговыми центрами. Кривой Рог — страшная трагедия, 16 человек погибло. 120 плюс раненых вчера был. Такой, ну, траур вроде только был по погибшим в Киеве, вот уже погибшие в Кривом Роге. Заправки, тепловозы, локомотивы, все это мы видим. Портовая инфраструктура, которая прошлой ночью тоже атаковалась. То есть мы примерно понимаем, что когда там говорят 29-й год, ну так а что от Украины останется? Дело в том, что вы упоминаете только жертвы украинские, они есть, бесспорно. Причем самое для меня, как гражданина этой страны, эти жертвы наиболее болезненны. А с другой стороны, жертвы тоже есть. И Российская Федерация к своим жертвам относится гораздо более трепетно. И российское руководство, в отличие от украинского, переживает гораздо более серьезно за те жертвы среди гражданских людей. Я не говорю сейчас о фронте. Там тоже есть потери со стороны России. Но когда гибнут дети и гражданское население в российском тылу, то, задавая вопрос о том, доживет ли Украина до 29 года, если эти жертвы будут множиться в Российской Федерации, боюсь, что Киев точно будет сдан. Я сейчас говорю не о всей Украине, а такое в планах Российской Федерации сквозит. Взять Киев к концу этого десятилетия. Поэтому трудно, опять же, трудно говорить о том, какова будет в дальнейшем динамика этой войны. Она совершенно новая, она непредсказуемая. Недавно я видел репортаж одного из журналистов, не помню, какого журналиста, но неважно. Там просто очень кадры интересные. На востоке Украины, в частности в Донецкой и Луганских областях,
есть поля и даже деревни, которые покинуты уже гражданами, пустые деревни разрушены, которые покрыты вот этой сеткой оптоволокна. А это синтетика. Помимо того, что эти территории для того, чтобы привести в мирное русло после окончания всей войны, нужно будет годами разминировать, нужно будет еще избавляться от этого новшества, которое привнесено в эту войну. Оптоволокно. Это страшная вещь. Во-первых, в нем запутывается животный мир. Флора, фауна, понимаете? Это все заражает страшно природные ресурсы. То есть последствия этой войны колоссальные. И пагубны эти последствия. Что будет дальше с Украиной? Я тоже задаю себе этот вопрос. Я тоже задаю. Наиболее оптимистичные наши с вами коллеги, да, какие-то строят нереальные планы насчет этого, говоря, что Украина сохранится как субъект. Судя по нынешним событиям, которые происходят ежедневно, у меня на этот счет есть очень большие сомнения. Она уже не как субъект, если говорить с точки зрения власти. Вот. А с точки зрения, опять же, я не хочу повторяться, геополитики, то Украина давным-давно является объектом ведения войны Запада против России. Если мы попробуем, ну вот в контексте времени и периода обостряющейся войны, ударов, там сейчас сегодня удары кабами по Одесской области, дроны на Одессу, в общем, бандероли летят. И там сообщили о том, что вот бандероль на территорию Беларуси залетел вчера там на 300 километров, его там сопроводили, упал в поле, кончилось топливо. Если мы вот на это противостояние наложим скандал вокруг Зеленского и дрязги, следствием которых ну, у нас новые пленки НАБУ, которая вчера встречалась с послами европейских стран, и те заверили их в том, что вы молодцы, то, как об этом НАБУ в пленках отзывается госпожа Мудрая со своим душеприказчиком, с которым они были в одной квартире во время обыска, Микитасем. Микитасю, кстати, такой смешной, дали залог 30 миллионов. Я думаю, что для него это вообще не проблема. Найдут, раз они такие мешки таскали за Галущенко, там 150, 200-150 было, да, фигурировало. Мудрая будет бороться. Никто не сядет, мы понимаем, но хорошенько потрепали Зеленского, и опубличивание вот этих пленок, давайте откровенно. Да, это вот прям, это же про войну все. Вот вы думаете, это там обогащение. Нет, это про войну. Значит, Галущенко, они тырили деньги на укрытиях, вот это все Миндич, они его вытаскивали. А они дали задание вытаскивать. И сейчас, например, в офисе президента стрелы начинают показывать на Буданова, мол, Зеленский же главнокомандующий, он непогрешим. Вот как он сказал, так и будет. Захотел Хмару, значит, Хмара, он же верховный главнокомандующий. Захотел там кого-то, еще кого-то. А что делать с этим душком, который тянется еще от друзей Миндича, Ахметова, а сейчас вот перебрасывается на Мудрую. Замажут Буданова, его сольют тоже. И о чем это говорит в контексте управления воюющей страны? Это ни о чем не говорит. Это говорит еще раз о том, что власть марионеточная. Мне сегодня, кстати, перед вашим интервью было еще одно интервью. Меня журналисты задали вопрос. Вы послушайте внимательно контекст вопроса. Как Зеленский руководит НАБУ в борьбе с коррупцией на Украине? Я говорю, вы что, ребята, потеряли, как говорится, ориентиры в жизни? Зеленский и НАБУ – это абсолютно разные парадигмы. То есть НАБУ – это структура американская, это не украинская. Они не подчиняются Зеленскому, он никак не может им руководить.
Вот. И НАБУ задача другая стоит. Не просто там разоблачить коррупционеров, провести показательные процессы над коррупционерами, да, даже заставить ту же судебную украинскую систему, которая на ладан дышит, что-нибудь там продемонстрировать миру. Ерунда это все, чушь собачья. Американцы накапливают этот материал, эти коррупционные папки на украинских чиновников, чтобы в будущем вести торги с Россией. Как это было в 1946 году, перед началом Нюрнбергского процесса. Там ведь долго шел торг между Советским Союзом и Соединенными Штатами, антигитлеровской коалицией. Что делать с нацистскими преступниками-то? И в начале процесса, да, там первые месяцы, процесс был проигран фактически, хотя он еще не был завершен. Государственный обвинитель США Джексон делал все для того, чтобы Геринг и сотоварищи, сидящие на скамье подсудимых, смеялись в лицо суду, доказывая свою невиновность. Так вот, Соединенные Штаты сегодня научены этим опытом. Они не просто вытаскивают на свет белый, на свет Божий коррупционеров украинских. Это, как вы правильно говорите, это не о том речь, кто богаче, кто беднее среди украинских чиновников. Это речь о войне. И в дальнейшем, это я, наверное, слишком много забегаю вперед, но процессы по украинской власти, нынешней украинской власти, они неминуемы. И американцы, как и россияне, будут участвовать в этих процессах, судебных процессах над человеконенавистнической властью Украины и военными преступлениями Украины, начиная с 2014 года. Сия участь, кстати, не минет и господина Порошенко. Кто-то почему-то думает, что он сейчас умыл руки, передав власть Зеленскому в 2019 году, и все. А что делать с преснопамятным господином Порубием и иже с ним? Это же все оттуда тянется шлейф. И коррупционный, и военных преступлений. Поэтому здесь все тоже очень неоднозначно. Говорить только о том, что вот НАБУ выискивает коррупционеров украинских, чтобы их разоблачить, это настолько примитивно. Я думаю, что здесь гораздо все глубже. Сегодня заседание «Единой России» в России. Выборы как бы полным ходом, да, остается месяц, да, до выборов в России. И многие вещи, которые там делает Зеленский, он это и заранее делал, и будет еще делать, они подвязаны как раз-таки под выборы. Об этом говорят все. Было сказано, что чем жестче ситуация, сложнее обстановка для украинской стороны, тем более варварские и жестокие атаки, цитирую Путина, совершает Россия. Ну, в общем-то, уверил, что даже в самых трудных условиях Россия не отступит от принципа народовластия, будет проводить выборы по всей стране. Значит, всех поздравили с Днем флага России. Сегодня в России День флага. Вышел, собственно, Путин. Достаточно так сдержанная речь. Поддержал Единую Россию, понятное дело. Потом вышел, собственно, Медведев, что, в общем, натыкал Западу, как обычно. После окончания СВО Россия будет обеспечивать свое развитие и безопасность. То есть уже есть такая закладка на будущее от Медведева. Украина половину населения потеряла и 20% от случайно оказавшейся в территории. Вот это вот высказал Медведев. Ну и, в общем-то, обсуждаются там внутренние темы, там право воссоединения с Россией, там вот эти там другие страны, имеется в виду постсоветского пространства. Это история, скажем так, такая дискуссионная, но меня интересует вот именно место войны в Украине или СВО, которую ведет Россия, в Украине в контексте этих выборов. Почему меня это интересует, этот вопрос? Я хочу, чтобы вы его прокомментировали по одной простой причине.
поднял сейчас вопрос о выборах в Украине во время войны. Причем одни говорят, вот выборы это плохо проводить в Украине во время войны. Нет, нельзя. Но без выборов вообще плохо. Уже там Кулеба говорит это, там, тут же Федоров, другие спикеры. А другие говорят, что это невозможно. Смотрите, какое количество дронов, ракет бьет Россия и так далее. Но опять-таки, тут же тоже нужно понимать, комментируя тему выборов в воюющих странах, там в Думу, здесь я так тоже не понял, каких выборов, то ли в Раду, то ли президента, то есть непонятно. Россия же четко сказала, что день голосования, стрелять не будем, голосуйте. Ну, то есть проводите. А все напропалую бьются головой о стену, говорят, что это невозможно. Что вы думаете? Вот это, ну, ритуал, выборы власти. Где он больше все-таки как ритуал? В России или в Украине? Ну, во-первых, в Украине его нет вообще. Это да. Что ж тут сравнивать, Саша? Это раз. Второе, что касается выборов в России, ну, я не думаю, что это ритуал. Это исполнение украинской конституции, ее положений о выборах. Так можно сказать о любой стране, что это ритуал. Но, тем не менее, в США выборы проходят по-своему, согласно их законам. В Европе по-своему, в Великобритании по-своему, в Японии по-своему. Все это не ритуалы, это жизнь, которая написана, как говорится, прописана в законах, основных законах этих государств. Но вы правильно отметили, что Россия, воюющая страна, не вводила у себя военное положение, раз, и во-вторых, она проводит выборы. Она проводила выборы и президентские, и региональные, и сейчас и парламентские. В воюющей стране. Так где признаки демократии все-таки ближе? На Украине или в России? Вопрос, конечно, каждому на его откуп. Теперь, что касается тех речей, о которых вы сказали. Да, вы правильно процитировали и Медведева, и Путина. Я, кстати, упоминал же об этом. Все было в очень выдержанной манере сказано и понятно сказано для тех, кто хочет слышать. Украина ввязалась в войну с Россией, и это ее самая большая геополитическая ошибка. Я вам приведу маленький пример. Там, где начинал свою деятельность господин Зеленский. Государство Оман. Помните, да, его вояжи в это государство? За последние 50 лет султанат Оман не поссорился ни с одним государством в мире, хотя находится в очень серьезном, опасном регионе. Не, ну только Так, Трамп на неделе его угрожал да, бомбить вместе Трамп с Ираном. это приходящая фигура, бог с ним, как и Зеленский, кстати. Так Вот. Зеленского, подождите, приходящее. Зеленский с нами, я так понимаю, навсегда. Да. Так как говорят в партии «Слуга народа». Вы не состоите в этой партии? Вопрос риторический, конечно. Я знаю, что нет. Так вот, это очень опасный регион. А султанат Оман поддерживается всеми, ну, если не дружеские отношения, то хотя бы дипломатические отношения. Вот в чем дело. А там такие есть опасные звери в этом регионе, как Израиль, например. Они помнят прекрасно всю историю, связанную с арабскими войнами, и на чьей стороне был Оман. Но, тем не менее, израильское руководство с султанатом поддерживает очень выдержанные дипломатические отношения. Вообще, это государство своего рода, скажем так, образчик того, как нужно вести себя в мире. Не как слон в посудной лавке, а как действительно очень продуманное своей внутренней политикой в первую очередь, абсолютно исключающее вражду между народами. В султанате Оман на 10 человек граждан этого государства порядка 4 человек
присутствуют граждане иностранных государств. И там нет никакой межнациональной вражды. Там нет никаких противоречий с точки зрения въезжающих в эту страну. Кстати, и у россиян, и у украинцев въезд безвизовый в эту страну. Но тем не менее, правда, за одним исключением, россиянам разрешено на 30 дней разрешается присутствовать в этой стране гражданам России, украинцам всего лишь 14 дней. Но это не важно. Важно другое, что в этой стране, например, да, почти нулевая преступность. Там исключены такие вещи, как обыденные вещи даже для Запада, как грабежи, воровство, вооруженные нападения и так далее. Там очень серьезно к этому подходят. Я к чему это все говорю? Я это все говорю к тому, что такие шансы были у Украины, богатейшей республики бывшего Советского Союза. Но вот эта замануха западная, да, я вообще до сих пор не могу понять, мне уже почти 65 лет, как можно было повестись на это, когда у тебя есть все на начало 1991 года. Я подчеркиваю, большими буквами пишу, красными, все было у Украины. И повестись на замануху с Запада, что это все ерунда, что строили там ваши деды и завоевывали. Какая вы была огромная индустриальная страна. Мы вам дадим, они говорили на Западе, бесплатно. Вот эти ценности, 40 видов в магазине колбасы и 65 видов сыра. Вот на что повелась Украина, понимаете? А на сегодняшний день вообще не просто мосты сожжены в прошлое, они уже истлели, и этот пепел уже опал давным-давно. Лавров сегодня делает заявление о том, что с Европой, нет, не с кем говорить в Европе. Получается, что говорить не с кем, говорить и не будут. Но все равно-то рано или поздно говорить придется. Придется. Вы сами не просто так говорили, что там Украину хотят разделить, но деля Украину, в общем-то, Европа может сама рассыпаться. Для того, чтобы не рассыпалась, нужно принимать какую-то общую позицию. Какой она может быть? Если, например, вот у того же, например, Федорова бронь на третий день появилась от фонда «Восточная Европа» Сороса. Опять вы про этого Федорова слушайте. Нет, подождите, я не только про Федорова. Маршал Советского Союза Федоров, нет, понимаете? Смотрите, у Федорова бронь появилась от Сороса. Сейчас выходит противник Федорова, Гетманцев, который там начинает счеты достал свои и за голову хватается. Говорит, елки-палки, там бизнес, это вообще к чему мы придем? Это же уже денег не хватает, уже нет денег. Понимаете? То есть, а как мы... Вот эти люди, которые там... Сейчас там люди хватаются за голову по поводу аренды жилья. Причем, если раньше был такой нарратив, что, смотрите, война, бомбежки, а в Киеве жилье там типа дорожает, продается, а сейчас уже нет, потому что там всякие поддержки закончились. Даже если номинально ты попадаешь под поддержку, там, типа ипотеки вот этих всех там, военным, не военным, в общем, тебе просто денег не дают физически, их нет. То есть, ты ждешь, и все как-то так вот и приуныли по этому поводу. А уж что уж говорить, когда склады рвутся, когда дефицит на полках и так далее, и так далее. Топливные, да, вот эти все проблемы. То есть Федоров одно говорит, Гетманцев, противник Федорова, говорит, что мы должны показать, что мы партия мира, и нас больше. То есть партия мира должны четко заявлять о том, что мы хотим мира, и поддерживать Зеленского. Зеленский тоже хочет мира. А вот эти все забронированные всякие блогеры, разжигатели войны, им надо дать отпор и в публичном пространстве, и везде. Заговорили уже про партию мира. Понимаете? То есть мы понимаем, что из Запада есть какие-то сигналы о том, что с Россией договариваться. Там с Ватикана отправляется делегация в Россию, да, то есть мы понимаем, что есть какие-то контакты. А почему Лавров тогда так категоричен, и почему не найти переговорщика с Европой,
Ну и, собственно, и договориться без Украины, например, России и Европе. Ну, во-первых, это не проблема Лаврова, что нет переговорщика из Европы. Это не его, так сказать, вина. Это первое. Второе. Россия всегда готова была идти на компромиссы с Западом. Всегда. До тех пор, когда Запад и именно Соединенные Штаты, которые руководят Западом, Большим Западом, не сунули свое рыло, я иного слова не подберу, в дела торгово-экономических отношений между Западом и Россией. Причем самым грубейшим образом. Им, видите ли, не нравилось, что Россия успешно торгует с Европой. И Европа от этого выигрывала. Потому что российские энергоносители дешевыми были, просто дешевыми. Даже уйдя от атомной энергетики в Европе, в таких странах, как Франция, Германия, Италия и так далее, Бельгия, они имели большой, так сказать, куш от того, что они покупали у России энергоносители. Потом им сказали: стоп дуть, как говорят подводники. Вы будете покупать наш газ и нашу нефть. А с Россией забудьте о всех, так сказать, партнерских отношениях. Так кто виноват в этом? Вот весь, так сказать, цимис состоит в том, что Россия постепенно сползла туда же, в ту же яму, что и Украина, подчиняясь верховному, так сказать, командованию американскому. Теперь, что касается Гетманцева. Ну, товарища Гетманцева я знаю давно, еще с украинских эфиров. И помню, как он там, так сказать, рисовал картины маслом, что как только... А он шел по списку, кстати, Зеленского. Как только он придет к власти, у Украины появятся молочные реки и кисельные берега. Но так стало, всех гадалось, как говорится в одной из пословиц украинских. И особенно, когда наступил 2022 год, а перед этим Зеленский просто юродствовал над тем, когда Россия пыталась найти компромисс по поводу Донбасса в рамках Минских соглашений нормандского формата. Это же не Украина писала эти все Минские соглашения, не Порошенко. Мы все знаем, кто это делал, кто писал. И никто иной, как Россия, пыталась сохранить целостность Украины на основе федерализации государственного устройства, совершенствования устройства Украины. То есть сделать эти регионы в составе Украины автономными, как раньше была Республика Крым. И ничего в этом страшного не было. Но здесь задет был национальный вопрос украинский, который торпедировался годами, десятилетиями с Запада. А на западе Украины и потом пришедший к власти Ющенко просто это воздвиг на пьедестал, что на востоке Украины не живут истинные украинцы. Это пророссийские граждане Украины. Вот с этого все начиналось. Поэтому, Александр, то, что говорит один из сподвижников Зеленского, и то, что он пытается обелить как-то действия нынешней самозванной власти, вообще не соответствует действительности. Есть ли у вас разведпризнаки, ну, или ощущения, или понимание, что Украина после вот этих ударов, которые наносит по ней Россия, запросит капитуляцию? Она уже ей предлагает капитуляцию. Она говорит: оставьте Донецкую область, оставьте Запорожье, оставьте этот самый Херсон. Это ж уже прозвучало. И в Турции прозвучало, и в других переговорных процессах. И тогда бы все, войне, может быть, наступил бы конец.
Но он не наступит, потому что при существующей системе власти украинской, она уже сформирована, закостенелая, где в государственной политике преобладает такое слово, всем уже известное, как нацизм. Мир невозможен долгосрочный, даже если бы она подписала эти капитуляционные документы. Продолжались бы конфликты приграничные, продолжались бы, особенно в эпоху вот этих высоких технологий, налеты на российские города, ну и так далее и тому подобное. Это государство, оно обречено даже в том усеченном виде, в котором бы оно могло существовать. Потому что, еще раз говорю, виной всему идеология украинская. Это опасная стезя, этот путь, на который вступила Украина, он, в принципе, уже неисправим. Украине сегодня не позволят свернуть там, откуда идут деньги, в Киев. Ни вправо, ни влево. Не дадут ей свернуть. А тем более идти на прямые контакты с Кремлем. Не дадут. Например, возьмите даже ту же историю с этими переговорами, псевдопереговорами стамбульскими. Европа же сказала, мы должны быть полноценными участниками этих переговоров. Они тоже вбухали такие деньги в Украину. Они считают вправе ее не только, скажем так, охранять, как они говорят, быть на ее стороне, но и впоследствии разделить, уверяю вас. Польша, при всем том, что там просто такие ревниво и до изрыгания своих рвотных масс относятся к Зеленскому и его бандеровской идеологии, все равно они антироссийские польские власти настроены. И они, извините меня, своего не упустят. Как только рухнет Киев, я имею в виду и власть, и сам город, поляки тут же начнут говорить с Россией об конфискации всего Запада, особенно Львовской области, всей Галичины, как бывшей территории Польши. И, кстати, об этом неоднократно говорил сам Путин. Он говорит, я их понимаю, Путин говорит. И венгров, и румын, и поляков. Но сейчас преждевременно вести эти разговоры. Это был контекст. Это не цитата, а контекст этой речи Путина в одной из зарубежных поездок. Я это очень четко запомнил. Поэтому украинская перспектива должна была быть совсем иной. Особенно в 2019 году. Если бы Зеленский, опять же, был политиком, а не актером. Для того, чтобы стать политиком, нужно очень много пройти. Очень много. Набраться колоссального опыта. Пусть даже, скажем так, регионального какого-то. Чтобы понять структуру власти на Украине. Понять политические процессы в мире. И те два лагеря, которые испокон веков ведут между собой борьбу не на жизнь, а на смерть. Зеленский не просто выбрал этот путь и ту сторону, которая ведет с Россией эту борьбу многовековую. Он стал ее полноценным участником. Украинцам что делать сейчас? Ужасные происходят вещи. Они причем, знаете, так вот, тут Федоров, выборы, картонки свернулись, в Хмару назначили, вот это все. Вся эта история. И как вот цинично, да, развели, прям плюнули в лицо ожиданиям украинцев, использовав там на начальном этапе этих картонок, помните, тему мобилизации. Да, Сейчас все больше говорят, давайте женщин, резников возвращается мобилизовывать. Гончаренко вообще анекдоты какие-то, не знаю, скетчи со своей временно-следственной комиссии выпускает. Позвали областного ТЦК главу,
Ну, там тоже такие разговоры, типа, а вы ИО, я ИО, а кто был до вас? Я был до меня. Ну, такой какой-то цирк, да. А где ваш брат? Так он уехал в 22-м году, у него отсрочка, они с семьей уехали. Ну, то есть нормальные такие руководители ТЦК. Ровно, помните, была история, задули газом беременную женщину. А выяснилось, что это таксист просто не хотел катать этих ТЦКшников. Прошлой ночью 25-летний парень, которому 25, ну, то есть 25 это уже как бы клиент для этих товарищей, ножом, так сказать, оборвал жизнь одного из ТЦКшников, причем на полицейского бросился, тут ему выстрелил в ногу, забрали, скрутили, непонятно, что с этим львовянином 25-летним. Но тот все публикует там кадры, что ТЦКшник отдал Богу душу. То есть мы видим, как это все... Ну, в Луцке 30 мужиков собрались и отметелили, разбили бус. То есть мы видим уже настоящую эту гражданскую войну. Внутри нам как бы вот это все... Вроде уже никто не говорит, что это российское ИПСО, снято на Мосфильме, потому что это уже надо быть окончательно идиотом и окончательно там, как бы верить в эту всю альтернативную правду. Но эту правду вроде как никто не опровергает, но никто ничего с ней не делает. А использовали, получилось, не получилось, какой-то кратковременный эффект получились в этой возне. Верните Федорова или там не голосуйте за Хмару. Ну и все пожелали Хмаре удачи и как бы и все решил. А проблема-то осталась. Какие у нее последствия? Последствия самые тяжелые, Саша. Я, честно говоря, тоже об этом много думаю. И мне кажется, что пережить нынешнюю зиму, предстоящую украинцам, будет очень сложно. Там все нагромождено. И природные условия, и произвол власти, и это дикая мобилизация, и нехватка энергоресурсов. Сейчас даже стоит вопрос уже о том, что, ну это так говорят, что россияне выбивают даже снабжение водой больших городов и разрушение очистных сооружений, канализации. То есть пережить зиму для граждан Украины, особенно в больших городах, будет крайне сложно. А уехать сейчас из города, ну, человеку, которому как раз вы объявили этот возраст, подпадающему под призыв, под мобилизацию, вернее, не под призыв, под мобилизацию, крайне сложно, потому что все дороги в блокпостах. То есть невыносимая ситуация, просто невыносимая. Что касается дальнейшего, так сказать, совершенствования мобилизации, это в кавычках я беру, конечно, это слово, вопрос стоит о женщинах. Вот в чем дело. Опять же, Зеленский колеблется, да, а ему это втюхивают, эту идею. У тебя нет людей на фронте, недобор в ВСУ 60%. Что ж ты будешь делать дальше? Деньги деньгами, ракеты ракетами, дроны дронами. А кто будет сидеть в опорных пунктах на линии фронта? И он этим озабочен. И уже, опять же, по неподтвержденной информации, но я в нее верю, ходят в около Зеленского кругах и в Верховной Раде для того, чтобы продемонстрировать Западу демократичность мобилизационного процесса, создание женских ТЦК. Мол, не мужчины же будут избивать женщин на улицах, ломать их, рвать им волосы, а те же женщины. Надо создать такие ТЦК. Это страшно вообще-то. Я, честно говоря, даже, я не знаю, это в кошмарном сне не могло бы мне присниться то, что я, например, сейчас узнаю. И вижу, кстати, что творят эти ТЦКшники на улицах украинских городов. То, что будет нарастать сопротивление внутреннее в связи с такой собачьей жизнью у граждан Украины, это 100%. Это 100%. А это приведет к еще большему хаосу. То есть там уже будет и бандитизм откровенный, и мародерство,
и разбои, все что угодно. Убийство, я уже об этом и не говорю. Сейчас даже можно любого человека на Украине убить. Это слово, конечно, не для Ютуба, я понимаю. Лишить его жизни, будем так говорить. И тебе за это ничего не будет, если ты на стороне власти, ныне действующей. Это уже доказано и передоказано. Украинцам будет очень трудно выжить. Очень трудно. В таких собачьих условиях. Еще раз повторяю. Ну, еще один вопрос. Там же тоже символично. Улица Степана Бандеры, Львов, да. Это один из нардепов, сбежавших. Дмитрук пишет. Символизм прям прописан. Улица Степана Бандеры, Львов. Украинец убивает украинца, потому что один, ну, чтобы не быть... Один ловит, потому чтобы не быть частью, ну, чтобы не быть утилизированным на фронте. Второй не хочет туда попадать. И поэтому, ну, в общем, ужас, что происходит. Слушайте, вообще, если честно, я как-то по-другому себе представлял 35-летие независимости Украины. Ну так, году так, не знаю, в 13-м, да ладно, в 13-м. Даже в условном каком-нибудь 17-м, 18-м, да, то есть 10 лет назад, вот как так вот, если подумать, 35 лет все-таки, возраст, страна, государство, да, не без Майданов, да, не без специфики украинской политики, но ну, не даже во время этой войны, которая идет, все равно как-то по-другому выглядела эта дата. Это прям какой-то черный день независимости нас ждет. Не находите? Ну, тут я поставил бы вопрос, Александр. А была ли это независимость, подаренная в результате развала СССР? Ведь Украина в тот период времени была участником тех процессов, которые начались в конце 80-х годов с приходом власти Горбачева. Этот вопрос очень многогранный. Я думаю, на нем нужно хотя бы остановиться несколько минут. В середине 80-х годов, это я вам рассказываю исторические факты, которые не нужно опровергать даже. В составе СССР было 15 союзных республик. Ну, это понятно. И вот на Украине после 1985 года возникает такая организация, как Национальный рух, Народный рух. Причем лозунгом этой организации было «Коммунисты за перебудову». Понимаете, в чем парадокс? В Литве, в Прибалтике, особенно в Литве, тоже поднимается вот этот националистический дух. Там создается организация такая известная уже на весь мир, как Саюдис. Народные фронты всевозможные, ну и так далее. 86-й год. Это все период Горбачева. Проходят массовые демонстрации в Алма-Ате против русификации, как там в тот период времени считали. И назначением русского человека по национальности Колбина первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Далее по нарастающей все идет, понимаете? По нарастающей. Это я все говорю о том, почему мир-то был взорван в тот период времени, опять же, по планам Запада. В Латвии, Эстонии, Литве поднимается, опять же, на щит этот национально-освободительный дух, как они говорили, а Украина берет в тот период времени пример с прибалтов, и поднятие из могил вот этих нацистских коллаборантов, преступников этих международных, которые в период Второй мировой войны прислуживали Гитлеру. Ведь Коновалец дважды встречался с Гитлером. Это исторический факт. Есть документы по этому поводу. Немцы ничего не выбрасывают. Все документы, все бумажки одна до одной сегодня находятся в Бундесархиве. И вот оттуда все идет. Понимаете? А я уже не беру такие вещи,
тоже подогретые на национальной почве в Средней Азии, как Сумгаит, Новый Узень и так далее и тому подобное. В этот период гибнут тысячи людей, бывших граждан Советского Союза. И после 1991 года сразу, есть же видеозапись заявления Леонида Кравчука, где он говорит, что мы пока в стороне, мы пока не будем, так сказать, осуждать действия ГКЧП там, и так далее. Он фактически поддержал ГКЧП, понимая, как мудрый политик в тот период времени, но очень конъюнктурный, даже несмотря на то, что был вторым секретарем ЦК Компартии Украины по идеологии. Он понимал, к чему это все приведет. И страшно боялся, чтобы этого не случилось на Украине. Хотя оно уже и случилось после 2014 года. Кравчук сразу это понимал. Я не пытаюсь его обелить, но опыта ему было не занимать. Вот к чему привела вот эта независимость. Псевдонезависимость. Потому что если бы Украина была независимой, с теми ресурсами, с тем потенциалом огромный, который был у нее в советское время, в советской Украине. Правильно же Кравчук говорил, это его цитата тоже. Через 5 лет Украина станет второй Францией. Экономика Украины станет А второй потом Францией. распилили пароходство, да. Да. Вот поэтому, понимаете, говорить сегодня о 35-летии украинской независимости, не знаю, не хочу, так сказать, оскорблять чувства некоторых. Это нонсенс. Не было никакой независимости. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо вам. Всего доброго, мудрости и терпения всем. Берегите себя, добра и света. До скорого.